Урок 1. Местоположение имеет значение. Привет, Анна. Как ты думаешь, что важнее при выборе нового жилья, место или стоимость? Привет, Джон. Это отличный вопрос. Я бы сказал, что местоположение для меня важнее, так как я действительно ценю спокойствие и спокойную обстановку. Я согласен, спокойное место имеет большое значение. Стоимость тоже важна, но я думаю, что найти подходящее место перевешивает небольшую экономию на аренде. Точно. Кроме того, хороший район действительно может улучшить качество вашей жизни. Удобство близости к удобствам также является большим плюсом. Определенно. Я лучше заплачу немного больше за жилье в прекрасном месте, чем пойду на компромисс. Ежедневные поездки на работу и доступ к вещам, которые вам нужны, имеют большое значение. Совершенно верно. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс между стоимостью и местоположением. В долгосрочной перспективе стоит потратить немного больше денег, чтобы найти идеальное место. Вы совершенно правы. Местоположение, безусловно, для меня тоже важнее, потому что мы хотим, чтобы у нас дома было ощущение спокойствия и Не комфорта. могу не согласиться с этим. Местоположение играет ключевую роль в создании мирной и спокойной обстановки, которую мы оба ценим. Абсолютно. Спасибо, что поделились своим мнением по этому поводу. Это была отличная дискуссия. Урок 2. Быстрое распространение новостей. Привет, Анна. Вы видели эту безумную новость, которая вчера стала вирусной в интернете? Да, я так и сделала. Удивительно, как быстро информация распространяется в наши дни в социальных сетях и интернете. Абсолютно. Быстрое распространение информации не только увлекательно, но и немного тревожно. Я знаю, что вы имеете в виду. Как будто новости и тренды появляются в одночасье. За этим сложно угнаться. Конечно. В одну минуту что-то остается незамеченным, а в следующую минуту оно попадает в ленту всех. Именно так. За последние годы медийный ландшафт действительно изменился. Это и благословение, и проклятие. Я согласен. С одной стороны, здорово, что важные истории привлекают всеобщее внимание. Но с другой стороны, дезинформация может распространяться так же быстро. Хорошее замечание. В наши дни мы должны быть более требовательными потребителями новостей и информации. Определенно. Все дело в том, чтобы найти этот баланс и критически относиться к тому, что мы видим в интернете. Совершенно верно. Когда речь идет о средствах массовой информации и коммуникациях, это дивный новый мир. Вы это сказали. Будет интересно посмотреть, как все будет развиваться дальше. Урок 3. Стильно украсьте аксессуарами. Привет, Анна. Я заметила, что в последнее время ты покупаешь отличные аксессуары. Они действительно добавят изюминку вашим нарядам. Спасибо. Мне очень нравится экспериментировать с аксессуарами, которые добавляют своему образу немного изюминки. Они определенно могут изменить ситуацию к лучшему. Даже самые мелкие детали могут украсить весь наряд. Именно так. Аксессуары — это интересный способ персонализировать свой стиль и выразить свою индивидуальность. Определенно. Такие вещи, как шарфы, украшения или даже классная шляпа, действительно могут преобразить одежду. Абсолютно.
А самое приятное то, что вы можете комбинировать и комбинировать друг с другом, создавая разные образы. Конечно. Удивительно, как простой аксессуар может изменить всю атмосферу. Согласовано. Эффектное ожерелье или классная пара сережек могут мгновенно украсить простой наряд. Совершенно верно. Когда дело доходит до создания великолепного образа, аксессуары — это как вишенка на вершине. Точно. Они просто придают образу дополнительную изюминку, которая выделяет его на фоне других. Не могу не согласиться с этим. Аксессуары — это то место, где вы можете по-настоящему проявить свой индивидуальный стиль. Урок 4. Инновационные подходы. Привет, Анна. Я думала о новом проекте, над которым мы работаем. У меня есть идея, которая действительно могла бы выделиться на фоне других. А, расскажи. Мне всегда не терпится услышать новые взгляды на то, как мы можем подойти к решению проблем. Что ж, я подумала, что мы могли бы попробовать более инновационный метод, который действительно привлечет аудиторию. А, мне нравится, как это звучит. Что вы имели в виду? Мне не терпится услышать ваши мысли. Я подумала, что мы могли бы добавить несколько интерактивных элементов, которые сделают игру более захватывающей и эффектной. Интересно. Это, безусловно, может внести новую изюминку и сделать проект еще более запоминающимся. Именно так. Я считаю, что такой подход был бы более эффективным для донесения нашего послания. Я вижу в этой идее большой потенциал. Это определенно стоит изучить дальше. Совершенно верно. Я буду рад погрузиться в детали и доработать их, если вы на борту. Определенно. Давайте соберемся и придумаем что-то действительно инновационное и интересное. Звучит неплохо. Мне не терпится увидеть, к чему это приведет. Это может изменить правила игры в проекте. Урок 5. Дилеммы избавления от беспорядка. Привет, Анна. Тебя когда-нибудь одолевал беспорядок дома? В последнее время я борюсь с этим. Конечно. Так легко накапливать вещи и создавать ощущение хаоса. Знаю, верно. У меня такое чувство, что я постоянно пытаюсь быть в курсе событий. То же самое и здесь. Это может быть очень утомительно как физически, так и морально. Определенно. Я трачу так много времени на поиски того, что мне нужно. Да, постоянные поиски и систематизация могут отнимать много времени. Именно так. Я начинаю думать, что мне нужно провести серьезный сеанс по уборке мусора. Отличная идея. Новый старт действительно может помочь восстановить контроль. Совершенно верно. Я готова пройти через все и избавиться от того, что мне не нужно. В этом я с вами согласен. Так приятно избавиться от лишнего и освободить больше места. Вы все правильно поняли. Думаю, это кардинально изменит мою продуктивность и душевное спокойствие. Урок 6. Обратитесь за услугой. Простите, у меня к вам одна просьба. Конечно, в чем дело? В эти выходные я устраиваю званый ужин, и мне было интересно, не могли бы вы помочь мне приготовить некоторые блюда? Звучит прекрасно.
Я был бы рад помочь. С какой посудой тебе нужна помощь? Что ж, я планирую приготовить несколько разных салатов и закусок. Мне бы очень пригодился дополнительный набор рук на кухне. Совсем без проблем. Просто скажите мне, в какое время, и я буду рядом, чтобы помочь вам. Фантастично! Я очень ценю твою помощь. Это значительно упростит проведение этой вечеринки. Не упоминайте об этом. Мне нравится готовить, и мне будет интересно поработать над меню. Отлично, я пришлю вам подробности позже сегодня. Это большая тяжесть с моих плеч. Я рада помочь. Просто скажите мне, что я могу сделать, чтобы ваш званый ужин прошел успешно. Сгодится. Еще раз спасибо. Я должна тебе одну. Урок 7. Поездка на поезде. Привет, Анна. На выходных я поехал на поезде. Поездка была долгой, но мне очень понравилось. А, это интересно. Сколько длилась поездка на поезде? Это заняло около 4 часов, но время прошло быстро. У меня была возможность читать, слушать музыку и просто смотреть в окно. Звучит неплохо. Я давно не ездил на поезде. Что вам больше всего понравилось в этом событии? Думаю, больше всего мне понравилось чувство расслабления. Есть что-то успокаивающее в том, чтобы наблюдать за окружающими пейзажами, не сосредотачиваясь на вождении. Могу себе представить. Поездки на поезде обладают определенным шармом, не так ли? Вы встретили кого-нибудь интересного в поезде? Не совсем, но по дороге я увидел красивую местность. Это была отличная возможность расслабиться и зарядиться энергией. Это замечательно. Иногда приятно просто провести время в тишине и покое, вдали от шума и суеты. Совершенно верно. Я определенно подумаю о том, чтобы снова сесть на поезд в следующий раз, когда мне понадобится поехать. Это был очень приятный опыт. Я рада, что вам понравилось. Возможно, мы сможем как-нибудь спланировать совместную поездку на поезде. Мне бы это понравилось. Это свидание. Урок 8. Вегетарианские блюда. Привет, Анна. Давайте поднимемся наверх и посмотрим, есть ли у них вегетарианские блюда. Отличная идея. Сегодня я хочу съесть что-нибудь постное. То же самое и здесь. В последнее время я жажду больше блюд на растительной основе. Смотрите, у них есть целый раздел, посвященный вегетарианским и веганским блюдам. Это прекрасно. Отлично, давайте посмотрим поближе. Есть так много заманчивых вариантов. Овощное карри звучит очень вкусно. Что ты об этом думаешь? Звучит очень хорошо. Или, может быть, сэндвич с портабелло на гриле. Это тоже звучит потрясающе. Давайте возьмем по одному из них и разделим их. Таким образом, мы сможем попробовать и то, и другое. Похоже на план. Уверен, мы найдем то, что понравится обоим. Определенно. Мне не терпится покопаться в этом деле. Это будет отличная еда. Я тоже. Вегетарианская еда может быть очень вкусной и сытной. Урок 9.
Школьные принадлежности. Привет, Анна. Давайте убедимся, что у нас есть все необходимое для школьных принадлежностей. У нас есть клеевые стержни. Хорошая мысль. Да, мы можем найти их в соседнем проходе. Отлично. А как же фломастеры или цветные карандаши? Они понадобятся нам для детских художественных проектов. Да, я еще раз проверю, что у нас их тоже есть хороший выбор. Потрясающе. И не забудьте блокноты и папки. Их нам понадобится много. Конечно, они очень важны. Я обязательно выберу разные размеры и цвета. Замечательно. Эта серия школьных принадлежностей обещает стать успешной. Определенно. Думаю, мы учли большинство основ. Что-нибудь еще мы должны добавить в список. Дай мне подумать. Нам понадобятся ножницы и, возможно, маркеры. Отличный звонок. Я за ними присмотрю. Это заставит детей так радоваться новому учебному году. Я согласен. Они будут рады получить все эти новые принадлежности. Совершенно верно. Хорошо, давайте отправимся к следующему проходу и закончим наши покупки. Звучит неплохо. Это будет продуктивная поездка. Урок 10. Психология, страсть. Это очень интересно. Почему вы решили изучать психологию? Что ж, мне всегда было интересно понять человеческое поведение и внутреннюю работу ума. Это действительно интригует. Какие аспекты психологии вас больше всего интересуют? Меня особенно привлекает область клинической психологии и возможность помогать людям преодолевать трудности. Это достойно восхищения. Я могу себе представить, что играть роль в личностном росте человека невероятно приятно. Совершенно верно. Для меня очень приятно поддерживать людей на пути к улучшению психического здоровья и благополучия. Я понимаю, почему это так важно. Есть ли у вас определенная область психологии, в которой вы хотели бы специализироваться? Меня действительно интересует пересечение психологии и травмы. Мне бы очень хотелось узнать, как мы можем помочь людям излечиться от травматических переживаний. Вау, это такая важная работа. Я понимаю, почему ты так увлечен этим. Да, это область, которая мне очень нравится. Я считаю своим долгом изменить ситуацию к лучшему в этой области. Не сомневаюсь, что вы станете невероятным психологом. Ваш энтузиазм действительно вдохновляет. Спасибо. Мне не терпится продолжить учебу и воплотить свое увлечение в жизнь. Уверена, у тебя все получится. Дайте мне знать, могу ли я чем-нибудь поддержать вас на этом пути. Урок 11. Принятие обоснованного решения. Привет, Анна. Ты хоть раз обдумывала свои планы на будущее? Утро. Да, я много думала о том, что будет со мной дальше. Я хочу принять взвешенное решение. Отлично. Какие варианты вы рассматриваете? Что ж, у меня есть несколько вариантов. Я подумываю поступить в университет, но мне также интересно сначала получить опыт работы.
Оба варианта неплохие. Каковы плюсы и минусы каждого из них, которые вы взвешивали? Что касается университета, я очень рад возможности учиться и развиваться, но меня беспокоит стоимость обучения. Что касается опыта работы, я думаю, что он может быть полезен, но я не знаю, какой работой я бы хотел Понимаю. заниматься. Это важные факторы, которые следует учитывать. Вы говорили с кем-нибудь о своем решении? Да, я обсуждал это со своими родителями и консультантом по вопросам карьеры. Они очень помогли высказать разные точки зрения. Хорошо, что вы получаете информацию из нескольких источников. Это важное решение, поэтому разумно собрать как можно больше информации. Совершенно верно. Я хочу убедиться, что делаю правильный выбор за себя. Какой совет вы можете дать? Думаю, все зависит от ваших долгосрочных целей и от того, какой путь лучше им соответствует. Задумывались ли вы о том, какую карьеру вы в конечном итоге хотите? Отличный вопрос. Меня очень интересует сфера маркетинга, поэтому я думаю, что сначала было бы полезно получить практический опыт. Это разумный подход. Опыт работы в сфере маркетинга поможет вам лучше понять, подходит ли вам этот карьерный путь. Да, именно так. Думаю, я больше склоняюсь к тому, чтобы сначала найти стажировку по маркетингу или работу начального уровня. Кажется, это лучший способ принять взвешенное решение о своем будущем. Похоже на хороший план. Уверен, что бы вы ни выбрали, вы сами примете правильное решение. Спасибо. Спасибо, что вы нашли время обсудить это со мной. Очень полезно узнать вашу точку зрения. В любое время. Я всегда рад вас выслушать. Дайте мне знать, если вам понадобится другой совет, когда вы перейдете к следующему шагу. Урок 12. Ждем вместе. Привет, Анна. Я только что узнала, что наш рейс задержали. Похоже, нам придется подождать еще немного. Очень жаль. Ну, по крайней мере, мы можем подождать вместе. Определенно. Отлично, что мы можем подождать вместе перед посадкой. Совершенно верно. Так время пролетит быстрее. Конечно. Итак, как вы до сих пор наслаждались поездкой? Это было замечательно. Погода была прекрасная, и мне очень понравилось гулять по городу. Это круто. Я рад, что вы хорошо проводите время. А как же ты? Вы живете в этом районе? Нет, на самом деле я тоже приезжаю из другого города. Я здесь впервые. А, Отлично. Тогда мы сможем открыть для себя город вместе. Похоже на план. Мне не терпится посетить с вами несколько новых мест. То же самое и здесь. Я слышала, что в центре города есть действительно классная художественная галерея, которую нам стоит посетить. Звучит как раз в моем переулке. Я энтузиаст искусства, поэтому мне бы очень хотелось это проверить. Отлично. Мы воспользуемся этой задержкой по максимуму и устроим увлекательное приключение. Определенно. Я с нетерпением жду этого. Возможно, это станет самым ярким событием моей поездки. Урок 13. Планы ужина. Добрый вечер, мне было интересно,
Есть ли здесь хороший ресторан, который вы могли бы порекомендовать? Привет, Джон. На самом деле, я сам как раз думал о планах на ужин. В центре города есть отличное итальянское заведение, которое я давно хотела попробовать. А, итальянская еда звучит очень вкусно. Что вы можете рассказать мне об этом месте? Что ж, я слышала, что паста домашняя, а атмосфера очень уютная и гостеприимная. Хм, звучит отлично. Я хочу чего-нибудь утешительного и аутентичного. Замечательно. Тогда пойдем туда вместе. Я с радостью покажу вам дорогу. Это было бы здорово. Я всегда готов попробовать новые места, особенно в хорошей компании. Отлично. Уверен, мы проведем прекрасный вечер. Есть ли у вас какие-либо диетические ограничения, о которых мне следует помнить? Нет, я готова ко всему. Пока еда вкусная, я готов идти. Отлично. Тогда давайте начнем наслаждаться вкусным итальянским застольем. Похоже на план. Ведите путь. Я в твоих руках. Урок 14. Варианты завтрака. Доброе утро, Анна. У тебя есть планы на завтрак сегодня? Доброе утро, Джон. Я подумывал попробовать новое кафе на соседней улице. К любому заказу кофе они предлагают бесплатную выпечку. А, правда. Звучит очень вкусно. Я там еще не была. Какая у них выпечка? У них есть круассаны, маффины и даже домашние булочки. Я слышала, что у них тоже потрясающий кофе. Хм, булочки звучат идеально. Сегодня я готов к чему-то более душевному. Возможно, я тоже куплю сэндвич с яйцом. Отличная идея. В кафе очень разнообразное меню, на завтрак подают даже буррито и тосты с авокадо. Отлично, обязательно проверю. Пойдем вместе? Конечно, это было бы замечательно. Скажем, в 9 утра. Звучит неплохо для меня. Увидимся тогда. Урок 15. Продолжающееся создание бренда. Привет, Анна. Я подумала, что нам следует продолжать уделять внимание повышению узнаваемости бренда нашей компании. Совершенно верно. Это отличная идея. Чем ты собирался заняться? Что ж, я надеялся, что мы сможем обдумать несколько креативных маркетинговых стратегий, которые помогут нашему бренду по-настоящему выделиться. У меня все уши. Какие идеи вы имели в виду? Что ж, я подумала, что мы могли бы рассмотреть некоторые целевые кампании в социальных сетях и, возможно, даже сотрудничать с некоторыми влиятельными лицами в нашей отрасли. Это отличная идея. Социальные сети – это мощный инструмент для повышения узнаваемости бренда. Именно так. И я думаю, что сотрудничество с некоторыми авторитетными представителями индустрии действительно поможет легитимировать наш бренд. Определенно. Нам также необходимо убедиться, что мы достигаем нужной целевой аудитории. Совершенно верно. Есть ли у вас какие-либо мысли о том, как мы можем эффективно привлекать наших идеальных клиентов? Ну,
Я провел небольшое исследование и думаю, что использование видеоконтента может стать отличным способом общения с нашей аудиторией. А, мне это нравится. Видео очень увлекательное и действительно может оживить наш бренд. Определенно. Кроме того, мы могли бы использовать этот видеоконтент на нескольких платформах. Отличное замечание. Чем больше мы сможем использовать этот контент, тем лучше. Именно так. Я очень рад начать разработку комплексной стратегии по созданию бренда. Я тоже. Думаю, если мы правильно разыграем свои карты, мы действительно сможем вывести наш бренд на новый уровень. Совершенно верно. Давайте приступим к изложению нашего плана. Я готова воплотить волшебство в реальность. Звучит неплохо. Уверен, что совместными усилиями мы сможем поднять наш бренд на новый уровень в кратчайшие сроки. Урок 16. Доступный шопинг. Привет, Анна. Мне нужно сделать покупки. Вы знаете здесь какие-нибудь хорошие и доступные магазины? Доброе утро, Джон. Я обычно хожу в тот, что рядом со своим домом. Он вполне доступен по цене и имеет отличный выбор. Это приятно знать. Что там продают? В них есть все виды повседневных вещей, от одежды и обуви до товаров для дома и электроники. Цены очень разумные. Отлично, это именно то, что я ищу. Обязательно проверю. Вы случайно знаете часы работы магазина? Думаю, они открыты с 9 часов до 20 часов по будням и с 11 часов до 18 часов по выходным. Это довольно удобно. Отлично, это соответствует моему графику. Спасибо за рекомендацию. Уверена, что найду там то, что мне нужно. Урок 17. Приготовление чеснока. Привет, Анна. Сегодня я попробую новый рецепт. У вас есть какие-нибудь советы по обжариванию чеснока? Привет, Джон. Для обжаривания чеснока я обычно сначала разогреваю на сковороде немного оливкового масла. Итак, обжарьте чеснок в оливковом масле. Должен ли я сделать что-нибудь еще для приготовления чеснока? Да, я люблю измельчать или тонко нарезать чеснок, прежде чем добавлять его в горячее масло. Это способствует равномерному приготовлению и раскрытию аромата. Понял. Сначала измельчите чеснок. И как долго мне его жарить? Я бы посоветовал обжарить чеснок 1-2 минуты, пока он не станет ароматным и не станет слегка коричневым. Не стоит его пережаривать, иначе он может стать горьким. Замечательно. Это очень полезно. Я обязательно буду внимательно следить за этим. Спасибо за советы. Урок 18. Расслабление после работы. Привет, Анна. Как ты обычно расслабляешься после долгого дня в офисе? Отличный вопрос. Я считаю, что приятная прогулка или легкая йога действительно помогают мне расслабиться. А как же ты? Как ты любишь отдыхать? Это хорошие замечания. Я собирался начать больше заниматься спортом. Обычно я просто прихожу домой и смотрю телевизор, но знаю, что это не самый здоровый вариант. Я прекрасно понимаю желание просто посидеть перед телевизором. Но физическая активность может существенно повлиять на ваше самочувствие. Вы когда-нибудь пробовали медитировать?
Медитация. Я слышала об этом, но на самом деле никогда не пробовала. Это действительно помогает вам расслабиться. Для меня это изменило правила игры. Даже 10-15 минут в день позволяют мне чувствовать себя намного спокойнее и сосредоточеннее. Почему бы вам не попробовать и не поделиться своим мнением? Отличная идея. Я обязательно займусь этим. Возможно, мы сможем как-нибудь вместе провести сеанс медитации. Было бы здорово пригласить в это путешествие напарника. Мне бы очень понравилось. Мы можем сравнить наши любимые техники релаксации и, возможно, даже вместе открыть для себя новые. Отлично. Расскажите мне, как обстоят дела с вашей практикой медитации. Мне не терпится попробовать. Урок 19. Передвижение по городу. Привет, Анна. Мне интересно, как ты планируешь передвигаться по городу в эти выходные? Что ж, я подумала взять такси или просто дойти пешком до экспонатов и достопримечательностей. Вариант пеших прогулок отличный, но центр города может быть немного раскинутым. А, правда. В таком случае такси может быть лучшим выбором. Определенно. Экспонаты находятся примерно в 15 минутах езды на машине от городской площади. Хорошо, приятно знать. Я позабочусь о том, чтобы у меня под рукой был номер компании такси. Идеальный. А если вам надоест ходить пешком, вы всегда можете сесть в метро. А, система метро — это хорошая идея. Мне тоже придется разобраться в этом. Совершенно верно. Это очень эффективный способ передвижения по центру города. Замечательно, что это дает мне возможность рассмотреть несколько разных вариантов. Я ценю советы. Конечно. Я хочу, чтобы вы могли видеть и делать все, что есть в вашем списке. Я тоже. Это будет отличный уикенд для прогулок. Я согласен. Вы будете в восторге. Просто дайте мне знать, если вам понадобятся другие предложения. Урок 20. Заказ такси. Привет, Анна. Мне нужно сегодня вечером приехать в аэропорт. Не могли бы вы помочь мне заказать такси? Конечно. Откуда вы вылетаете и в какое время вам нужно быть в аэропорту? Я уезжаю из своей квартиры, мой рейс в 17 часов. Не могли бы вы организовать такси, которое заберет меня около 4 часа 15 минут? Хорошо, понял. Дайте мне все уладить. Я закажу такси, которое встретит вас у вас в 16 часов 15 минут, чтобы доставить вас в аэропорт к вылету в 17 часов. Это было бы замечательно. Я очень признателен, что вы позаботились об этом для меня. До него так легко добраться, если разобраться в деталях. Рад помочь. Я подтвержу бронирование и пришлю вам данные такси. Просто дайте мне знать, если вам понадобится что-то еще. Замечательно. Спасибо большое. Это позволяет мне на одно меньше волноваться перед поездкой. Урок 21. Изучение возможностей карьерного роста. Привет, Анна. Ты думала о том, какой работой хочешь заниматься после окончания учебы? Привет, Джон. Это отличный вопрос. На самом деле я рассматривал несколько разных вариантов. А
Правда? О чем ты думаешь? Что ж, я интересуюсь маркетингом, но я также рассматриваю возможность работы в сфере управления персоналом или даже графического дизайна. Похоже, это интересные тропы. Почему вы заинтересовались этими областями? Роль маркетинга мне нравится, потому что мне нравится творческий аспект разработки компаний. А отдел кадров, похоже, позволит мне работать с людьми, что мне очень нравится. Я вижу привлекательность обоих вариантов. Проходили ли вы стажировку или работали волонтером в этих областях? Да, прошлым летом я проходила стажировку по маркетингу, и мне очень понравилось. И я работала волонтером в отделе кадров местной некоммерческой организации. Это круто. Получение такого практического опыта должно быть очень ценно. Определенно. Это помогло мне лучше понять, чем я хотел бы заниматься. А как же вы? Задумывались ли вы о своем карьерном пути? Честно говоря, я все еще пытаюсь во всем разобраться. Я думал об инженерии программного обеспечения, но меня также интересует предпринимательство. Это тоже отличные варианты. Вы думали о том, чтобы поговорить с консультантом по вопросам карьеры. Возможно, они смогут помочь вам найти разные пути. Неплохая идея. Мне придется разобраться в этом. Спасибо за предложение. Конечно, рад помочь. Дайте мне знать, если хотите обсудить больше идей. Сгодится. Спасибо, что вы нашли время поговорить об этом. Урок 22. Примерка новых стилей. Привет, Анна. Я заметила, что ты раньше ходил по магазинам. Нашли что-нибудь хорошее? Привет, Джон. Да, я искала новую одежду. Думаю, я нашла несколько вещей, которые можно было бы примерить. Отлично. Нужна помощь в выборе нескольких нарядов для примерки. Конечно, это было бы круто. Я смотрела на эти штаны, но не уверена, что они будут выглядеть правильно. Хорошо, давайте посмотрим. Пойдем со мной в примерочную, и мы посмотрим, как они выглядят. Звучит неплохо. Я тоже присматриваюсь к этому топу, чтобы мы могли сочетать его с брюками. Отлично. Давайте все подготовим в примерочной. Мне не терпится увидеть, как выглядит этот наряд. Я тоже. Спасибо за помощь. Всегда приятно получить второе мнение. Нет проблем. Для этого и нужны друзья. Хорошо, пойдем примерим одежду. Урок 23. Развлечения на свежем воздухе. Привет, Анна. Мы с сестрой пойдем в парк, чтобы поиграть позже. Хочешь присоединиться к нам? Звучит забавно. Я бы с удовольствием пришел. Какие мероприятия вы запланировали? Что ж, мы возьмем с собой фрисби и футбольный мяч. Возможно, мы даже построим снеговика, если выпадет достаточно снега. А, Создание снеговика звучит так празднично. Тогда мне придется одеться потеплее. Конечно, вам захочется объединиться. Я обязательно надену шляпу и рукавицы. Отличная идея. Мне тоже нужно найти шарф и перчатки. Это будет отличное время. Я с нетерпением жду этого события. Играть на улице зимой всегда приятно.
Я тоже. Будет приятно подышать свежим воздухом и заняться спортом после того, как посижу взаперти. Точно. Хорошо, я заеду к вам около 2 часов дня, чтобы отправиться в парк. Звучит хорошо. Урок 24. Заселение в отель. Здравствуйте. Пожалуйста, я хочу зарегистрироваться для бронирования. Конечно, сэр. Могу я узнать ваше имя? Резервация находится под управлением Джона Смита. Хорошо, давай я посмотрю. Ах да, вот оно. Я забронировал для вас стандартный номер на 3 ночи. Отлично, отлично. Есть ли у вас номера для раннего заезда? Позвольте мне проверить это для вас. Подождите минутку, пожалуйста. Да, у нас есть свободные номера, если вы хотите приехать раньше. Это было бы замечательно. Спасибо. Я был бы очень признателен, если бы смог устроиться раньше. Абсолютно без проблем. Я сейчас же вас зарегистрирую. Могу ли я получить ваше удостоверение личности и кредитную карту для бронирования? Конечно, вот и все. Замечательно, спасибо. Хорошо, все готово. Ваш номер комнаты 312. Сообщите мне, если вам понадобится что-то еще во время вашего пребывания. Отлично, я очень ценю раннюю регистрацию. Это будет отличная поездка. Урок 25. Проблемы ухода за кожей. Привет, Анна. В последнее время я заметила некоторые изменения в своей коже. Вы когда-нибудь сталкивались с чем-то подобным? Ах да, у меня определенно уже были проблемы с кожей. Какие у тебя проблемы? Что ж, у меня случаются случайные высыпания, и моя кожа немного раздражена. Понимаю. Это может сильно расстраивать. Рассматривали ли вы возможность обратиться к дерматологу по этому поводу? Пока нет, я надеялся сначала попробовать некоторые безрецептурные продукты. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Хм, ну, мне повезло с мягким очищающим средством и увлажняющим кремом с SPF. Но кожа у всех разная, поэтому, возможно, придется прибегнуть к методам проб и ошибок. Хорошо, это приятно знать. Придется забрать некоторые из них и посмотреть, поможет ли это. Конечно, и если раздражение не исчезнет, я действительно думаю, что было бы неплохо обратиться к дерматологу. Знаете, это, наверное, самый разумный поступок. Они смогут правильно диагностировать проблему. Именно так. Ваша кожа очень важна, поэтому стоит обратиться к профессионалу. Вы правы, я подумаю о том, чтобы записаться на прием. Спасибо за совет. Урок 26. Восхитительный ужин в аэропорту. Привет, Анна. Вы пробовали еду в этом ресторане в аэропорту? Выглядит очень вкусно. На самом деле я этого не сделала. Но выглядит очень заманчиво. Что вы порекомендуете? Что ж, так и привлекли мое внимание. Кажется, их очень много, от классической говядины до более уникальных начинок. Тако идеально подходит для еды в аэропорту. Но я настроен на что-то немного другое. Что еще они подают? Посмотрим.
У них тоже есть интересные салаты и тарелки. Один из них с жареными овощами и киноа выглядит очень свежим и полезным. А, звучит неплохо. Хорошее сбалансированное питание перед полетом. Думаю, я на это пойду. Отличный выбор. Я определенно предпочитаю тако, но, возможно, мне тоже стоит попробовать кусочек вашего салата. Сделка. Мы можем поделиться и тем, и другим понемногу. Таким образом, мы сможем попробовать больше блюд из меню. Обожаю. Хорошо, давайте оформим заказ. С каждой минутой я проголодаюсь. Урок 27. Стабильный темп. Привет, Анна. Я не очень люблю стабильный темп, который мне тоже подходит. Я согласен. Очень важно двигаться в удобном и устойчивом темпе. Определенно. Мне не нравится, когда меня торопят или заставляют двигаться быстрее, чем я готова. То же самое и здесь. Речь идет о том, чтобы найти ритм, который позволит вам работать продуктивно, не выгорая. Именно так. Как говорится, в гонке побеждает медленно и уверенно. Не могу не согласиться с этим. Когда дело доходит до выполнения задач, качество важнее количества. Совершенно верно. Я лучше буду постоянно прогрессировать, чем пытаться делать слишком много и сразу. Определенно. Модерация – ключ к успеху. Все дело в том, чтобы найти золотую середину. Конечно. Я рад, что мы пришли к единому пониманию этого вопроса. Урок 28. Головные уборы и многое другое. Что ж, у нас есть множество вариантов. Начнем с головных уборов. Шляпы – отличная идея. О каком стиле вы думаете? Может быть, что-то повседневное и универсальное, например, бейсбольная кепка или шапочка. Отличный звонок. Они идеально подойдут для повседневного ношения. Есть ли другие аксессуары на виду? Ну, мы также могли бы рассмотреть шарфы, перчатки или даже красивый шарф. Шарфы были бы прекрасны, особенно в холодную погоду. Определенно. И перчатки тоже всегда практичный выбор. Совершенно верно. Из этих вещей мы могли бы создать действительно красивые наряды. Совершенно верно. Давайте рассмотрим подробнее и посмотрим, что бросается в глаза. Урок 29. Местные источники. Продукты из сырья – это хороший выбор. Есть ли что-то конкретное, что вы ищете? Что ж, мне очень интересно найти товары из местных источников. У них есть что-нибудь из этого? Давай я посмотрю поближе. Ах да, похоже, у них есть целый раздел, посвященный товарам из местных источников. Замечательно. Это именно то, на что я надеялся. Местные продукты намного экологичнее и экологичнее. Я согласен. И они часто выглядят так уникально и качественно. Совершенно верно. Важно поддерживать местные предприятия и сообщества. Определенно. Давайте посмотрим, какие драгоценные камни местного производства мы можем найти здесь. Похоже на план. Мне не терпится открыть для себя новые фавориты и найти для себя новые фавориты.
Я тоже. Это будет увлекательное путешествие по магазинам. Урок 30. Вкусные тако. Очень вкусно. Я никогда не пробовала их тако. Я попробую их. Они вам понравятся. Они такие вкусные. Мясо очень ароматное, а начинка свежая. Отлично. Я с нетерпением жду этого. Какое мясо они используют? У них есть несколько вариантов. Классическая говядина, но также есть вкусная курица и даже вегетарианская тако. А вегетарианское тако звучит интригующе. Возможно, мне придется попробовать. Это действительно здорово. Овощи очень хорошо приправлены и очень сытные. Отлично, это именно то, к чему я и настроен. Не могу дождаться, когда смогу покопаться. Я тоже, я голоден. Это как раз то, что нужно. Определенно. Я рада, что мы решили остановиться здесь, еда потрясающая. Урок 31. Планирование отдыха. Привет, Анна. Я подумываю о том, чтобы спланировать небольшое путешествие. Что скажешь? А, звучит захватывающе. Что вы имели в виду? Что ж, я надеялся, что мы сможем найти хороший отель с ванной. Мне действительно не помешало бы расслабиться. Ах, понятно. Звучит прекрасно. Позвольте мне рассмотреть несколько вариантов, которые могут соответствовать всем требованиям. Отлично, я был бы очень признателен. Я хочу убедиться, что мы найдем идеальное место. Совсем без проблем. Я сделаю все возможное, чтобы найти отличное место для отдыха со всеми необходимыми удобствами. Ты лучший. Мне не терпится спланировать это путешествие и отдохнуть вместе. Урок 32. Охота за квартирой. Привет, Анна. Я слышала, что ты ищешь новую квартиру. Как идут поиски? Все идет хорошо, но мне пришлось внести залог за последнее увиденное. А, правда. В наши дни я и не подозревал, что вам нужно внести залог. Наверное, это стоило дорого. Да, это было немного больше, чем я ожидал, но квартира очень хорошая и в отличном месте. По крайней мере, это хорошо. Иногда поиск квартиры может быть очень хлопотным. Расскажите мне об этом. Но я рада, что нашла что-то. Теперь мне просто нужно разобраться в процессе заселения. Что ж, если вам понадобится помощь в этом, просто дайте мне знать. Я с радостью помогу. Это было бы здорово. Спасибо. Мне определенно не помешал бы дополнительный набор рук. Конечно, в любое время. Переезд – дело непростое, но оно того стоит, как только вы освоитесь. Определенно. Я с нетерпением жду, когда в новом месте вы почувствуете себя как дома. Готов поспорить. Будет отлично. Просто дайте мне знать подробности, и я буду рядом, чтобы помочь. Урок 33. Вдохновление других. Привет, Анна. Вы когда-нибудь думали о том, как мы можем оказать положительное влияние на наше сообщество? Абсолютно. Я много думала о том, как мы можем вдохновлять и помогать другим.
Отлично. Какие у вас есть идеи? Что ж, я подумала, что мы могли бы стать волонтерами в местном приюте для бездомных или продовольственном банке. Это прекрасная идея. Пожертвовать очень важно. Именно так. И я также думаю, что мы могли бы начать вдохновляющую кампанию в социальных сетях. А, мне это нравится. Мы могли бы делиться вдохновляющими посланиями и историями, чтобы мотивировать людей. Да. И мы можем побудить других принять участие и изменить мир к лучшему. Мне нравится. Мы действительно можем многое изменить, если будем работать вместе. Определенно. Мне не терпится начать. Когда мы должны встретиться, чтобы все спланировать? Как насчет завтрашнего вечера? Мы можем провести мозговой штурм и приступить к делу. Отлично. Я уточню свое расписание. Это будет потрясающе. Не могу дождаться. Давайте сделаем это и вдохновим других на доброе дело. Урок 34. Осмотр достопримечательностей города. Привет, Анна. Ты готова к нашему экскурсионному приключению в центре города? Абсолютно. Мне не терпится увидеть все прекрасные достопримечательности города. Я тоже. Я слышал, что у них действительно впечатляющая архитектура и парки. Отлично. Мне нравится исследовать новые места и изучать историю. То же самое и здесь. Мне особенно приятно ознакомиться с последними экспонатами музея. А, звучит как раз в моем переулке. Я обожаю искусство и культуру. Знаю, поэтому я и подумала, что вам понравится. Мы отлично проведем время. Уверен, что так и будет. С чего нам начать наш небольшой тур? Что ж, я подумала, что мы могли бы начать с городской площади и двигаться дальше. Звучит неплохо для меня. Ведите путь, выдающийся гид. Ха-ха, вы поняли. Давайте отправимся в путь и насладимся всем, что может предложить этот город.